Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в самые интригующие тайные истории. Сегодня мы отправимся в подземный мир Серапеума в Саккаре, Египет, чтобы раскрыть загадку 24 массивных гранитных ящиков, которые весят до 100 тонн каждый. Эти монолиты, высеченные с невероятной точностью из одного из самых твердых камней на Земле, бросают вызов всему, что мы знаем о возможностях древних цивилизаций. Гробницы ли это для священных быков, как утверждают египтологи, или нечто гораздо более загадочное – машины, резонаторы или реликвии давно забытой эпохи? Давайте разберемся, шаг за шагом, и попробуем понять, что скрывается за этими колоссальными структурами. Серапеум – это не просто археологический памятник. Это огромный подземный комплекс, расположенный в Саккаре, недалеко от Каира, возраст которого превышает 3000 лет. Его обнаружил в XIX веке французский египтолог Агюст Мариет, который, следуя за частично засыпанным песком сфинксом, наткнулся на лабиринт туннелей и сводчатых комнат. Внутри этих темных узких коридоров, вырубленных прямо в скале, он нашел 24 гранитных ящика, каждый из которых покоится в своей нише. Эти ящики, похожие на гигантские саркофаги, поражают не только своими размерами, но и мастерством исполнения. Каждый из них высечен из цельного куска гранита или базальта, материалов, которые по твердости соперничают с алмазом. Поверхности ящиков отполированы до зеркального блеска, углы идеально ровные, а допуски в обработке составляют менее 1 мм. Это уровень точности, который вызывает восхищение даже у современных инженеров. Но вот что заставляет задуматься. Зачем древним египтянам понадобилось создавать такие сложные и массивные конструкции? Официальная версия гласит, что это саркофаги для мумифицированных быков Аписа, священных животных, которые почитались как воплощение бога Птаха. Быков хоронили с великими почестями, и Серапеум, предположительно, был их последним пристанищем. Но эта теория оставляет больше вопросов, чем ответов. Во-первых, многие ящики пусты. Если это гробницы, где останки? Во-вторых, зачем создавать столь сложные конструкции с такой невероятной точностью для захоронения животных? Гранитные ящики не просто тяжелые, они настолько велики, что некоторые из них физически не могли быть внесены через узкие туннели Серапеума. Как же они оказались внутри? Логистика перемещения этих 100-тонных гигантов – это отдельная загадка. Узкие, извилистые туннели, вырубленные в скале, не оставляют места для маневров. Если ящики были изготовлены в другом месте, как их доставили в подземелье? Перетаскивание таких массивных блоков на большие расстояния в древности уже само по себе кажется подвигом, но протащить их через лабиринт без повреждений – это звучит как инженерный кошмар. А если ящики вырезали прямо на месте, то как рабочие справились с этим в почти полной темноте? Археологи не нашли следов копоти от факелов, что исключает использование яркого освещения. Современные инженеры сходятся во мнении, что для такой точной обработки гранита требовались бы алмазные сверла или высокотехнологичные пилы, инструменты, о которых в Древнем Египте ничего не известно. Даже сегодня воссоздать такую работу без специализированного оборудования было бы невероятно сложно. Но давайте копнем глубже. Что если эти ящики вовсе не гробницы? Некоторые исследователи предполагают, что они могли иметь акустическое или энергетическое назначение. Если ударить по гранитному ящику, он издает глубокий резонирующий гул, словно гигантский камертон. Точность обработки и плотность камня позволяют ему вибрировать на определенных частотах. Сам Серапеум с его узкими коридорами и сводчатыми потолками усиливает этот эффект, создавая своего рода эхокамеру. Это наводит на мысль, могли ли древние египтяне использовать звук для ритуалов или даже для каких-то технологических целей. Например, резонанс мог играть роль в церемониях, создавая мощное звуковое воздействие, которое усиливало духовный опыт. Или, если пойти дальше, могли ли эти ящики быть частью некой энергетической системы? Некоторые сторонники альтернативных теорий предполагают, что гранит, благодаря своим пьезоэлектрическим свойствам, мог использоваться для генерации энергии или гармонического резонанса. Звучит фантастически, но вспомним, что многие древние сооружения, такие как пирамиды, демонстрируют удивительное знание акустики и геометрии. Теперь давайте затронем еще более провокационную идею. А что, если эти ящики старше, чем мы думаем?
Официально Серапеум датируется эпохой правления фараона Рамсеса II, примерно 1250 году до нашей эры. Но некоторые ученые отмечают, что стиль и качество обработки ящиков не соответствуют другим сооружениям того времени. Поверхности ящиков почти лишены иероглифов, что необычно для египетских памятников, которые обычно покрыты религиозными текстами. Те немногие надписи, что есть, кажутся грубыми и добавленными позже, как будто ящики были переиспользованы более поздними династиями. Это наводит на мысль, что ящики могли быть созданы гораздо раньше, возможно, доисторической цивилизацией, обладавшей знаниями, которые впоследствии были утрачены. Теории о потерянной высокоразвитой цивилизации, существовавшей до династического Египта, не новы. Они подкрепляются другими аномалиями, такими как точность строительства Великой пирамиды или загадка Сфинкса, чей возраст, по некоторым гипотезам, может быть значительно старше официальных оценок. Чтобы понять масштаб этой загадки, давайте сравним Серапеум с другими древними сооружениями. Например, в Индии есть форт Малабад в штате Карнатака, который также вызывает вопросы у исследователей. Его стены, построенные из огромных гранитных блоков, простираются на 5 километров и достигают 10 метров в высоту. Хотя форт официально приписывается XIII веку, некоторые его элементы намекают на более древнее происхождение. Как и в случае с Серапеумом, здесь мы видим инженерное мастерство, которое кажется слишком продвинутым для своего времени. Возможно, и в Египте, и в Индии мы сталкиваемся с наследием одной и той же забытой цивилизации, которая владела технологиями, о которых мы до сих пор знаем слишком мало. Вернемся к Серапеуму. Почему эти ящики так важны? Они не просто археологическая находка. Они заставляют нас переосмыслить границы человеческих возможностей в древности. Если это действительно гробницы для быков, то зачем такая чрезмерная точность? Если это машины или резонаторы, то для чего они служили? И если они созданы не египтянами, а более древней культурой, то кто эти люди и что с ними случилось? Каждая из этих гипотез открывает новые вопросы. И, возможно, самая большая загадка – это не сами ящики, а разум, который их создал. Давайте попробуем представить, каково было бы работать над этими ящиками. Представьте, вы – древний мастер, стоящий в темном туннеле, окруженный массивными каменными блоками. У вас есть только медные инструменты и свечи, если они вообще были. Как вы добиваетесь такой точности? Как вы перемещаете 100-тонный блок без кранов и электричества? И главное, зачем? Может быть, эти ящики были частью какого-то грандиозного эксперимента, ритуала или технологии, о которой мы можем только гадать. Может быть, они хранили не тела, а знания, закодированные в камне, чтобы пережить тысячелетия. Серапеум остается одной из самых интригующих загадок Египта. Он напоминает нам, что история человечества – это не только пирамиды и фараоны, но и тайны, которые мы еще не разгадали. Эти гранитные ящики словно шепчут нам: вы знаете далеко не все. И, возможно, именно в этом их главная ценность. Они заставляют нас задавать вопросы, сомневаться и искать ответы. Если вам понравилась эта тема, напишите в комментариях, что вы думаете. Гробницы – это машины или что-то совсем другое? Хотите, чтобы мы разобрали еще одну древнюю загадку? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Впереди нас ждет еще больше тайн, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. До встречи в следующем видео.